Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! В этом видео будет полет в Сеул через Пекин двумя разными авиакомпаниями, и нужно будет сменить аэропорт. Мой первый полет из Москвы в Пекин начинается в Шереметьево. Лечу аэрофлотом. В аэропорту за 2 часа до вылета больших очередей нет. Получаю посадочный на заранее выбранный 19-й ряд в экономии около окна с левой стороны. Следующий шаг — таможня. В этот раз на меня даже не посмотрели. Здесь находится несколько дополнительных стоек регистрации, когда много пассажиров на обычных. Безопасность за 5 минут и еще 5 минут на пункт автоматического прохождения границы. В Duty Free наконец-то вижу воду за 1 евро. Про нее писали в комментариях к другому видео. Спасибо. В некоторых кафе терминала эта же бутылочка стоит в несколько раз дороже. В половину 8 вечера основной разлет в сторону Китая уже произошел, а поздний вечерний в Азию и в сторону Ближнего Востока еще не начался. Рейс в Пекин будет на Boeing 777-300ER Аэрофлота 2014 года выпуска, 4-й по старшинству во флоте 3 семерок авиакомпании. Обращаю внимание на носовой обтекатель, который не попадает в цвет. Заметил, такое встречается чаще и чаще. Не могу найти ответ на вопрос, почему он отличается. Не попадают в цвет при покраске или переставляют часто с других бортов. Самолет осматривает перед полетом один из пилотов. Стойка и носовая часть его больше всего заинтересовала. На них он остановился подробнее всего. На посадку пригласили на 10 минут раньше ожидаемого времени. Это и хорошо, не будем терять время при вылете. Сидел на креслах около выхода на посадку и прошел одним из последних. Но все в рамках времени, указанного в посадочном. Недавно летел из Бангкока, так там давали крутые новые наборы с шопером. А на рейсе в Пекин у всех на креслах были старые. Не знал про такую сегментацию ништячков для пассажиров у Аэрофлота. Ранняя посадка дает свои плоды. До вылета 25 минут, а все уже на местах. У меня вид на бескрайнее крыло и огромный двигатель самолета. На соседней стоянке стоит такой же 777, который прилетел из теплого Пхукета. Время в полете у него составило 9 часов и 51 минуту. Быстро провели инструктаж по безопасности, нас вытолкали, запустились и порулили на взлет. КВС сообщил, время полета до Пекина всего 6 часов и 35 минут. Нам будет помогать сильный попутный ветер. Несколько минут постояли на полосе, дождались посадки самолета на соседнюю взлетно-посадочную полосу и начали разбег и плавный набор высоты. Табло «Пристегните ремни» погасло быстро. Мне нравится этот маленький салон эконома сразу после комфорта. В туалете для пассажиров предлагаются одноразовые зубные щетки с пастой. Взял про запас. На утро воспользуюсь в аэропорту. Мы уже над Тюменью. Прошло около 2 часов полета. И только начался сервис. Принесли напитки. Может быть, питание будет в формате завтрака? Спустя около 3 часов с момента взлета в полной темноте предложили ужин. Мне хотелось спать и отказался. А соседу из Китая понравилось. Вот еще, чуть не забыл, на этом рейсе бортпроводники свободно говорили на китайском языке. Девушка легко общалась с моим соседом, обсуждая выбор блюд на ужин и какой напиток он хочет. В ночном небе выше были видны огни самолета, который летел в этом же направлении. На Flight Radar 24 посмотрел, это 737-7 в Улан-Удэ. Буквально забрали подносы с питанием, и за окном уже начался рассвет. Провалился в сон, возможно, предлагали дополнительный снэк перед посадкой. По ощущениям, недавно взлетели, а уже объявили застегнуть ремни, открыть иллюминаторы и привести спинки кресел. Самолет начал маневрировать, делая много больших и маленьких разворотов. Опять вышел на связь КВС и сказал: «Посадка ожидается через 50 минут, подготовьтесь». Это, наверное, было одно из моих самых долгих моментов с включения табло «Пристегнуть ремни» до посадки. В районе Пекина была отличная погода с хорошей видимостью. Коснулись полосы как-то совершенно незаметно. Освободили полосу в правую сторону. Видны ангары китайских авиакомпаний China Eastern и China Southern. Остановились пропустить взлетающий самолет, и тут пассажиры вдруг встали и начали собираться и готовиться к выходу, хотя мы буквально еще стояли на полосе. Бортпроводникам сил и терпения. Они громко требовали на русском и на китайском сесть срочно на места. Несколько секунд, и кто не окажется в кресле, будет передан полиции. Рулим мимо Боинга 737 авиакомпании China United Airlines. Самолет через полчаса полетит рейсом в Шэньчжэнь. С моей стороны терминал аэропорта Дасин. Про него рассказывал в видео про Японию. Новый и огромный. И еще пустынный. Оставлю ссылку сверху. Прилетели на полчаса раньше расписания.
Билет в Пекин купил на сайте Аэрофлота, воспользовавшись распродажей, которая была осенью, но выбрал тариф «Оптимум», потому что был шанс отмены поездки и возврат билета. С момента посадки прошло минут 15. Все это время самолет двигался к месту стоянки. Наконец-то видны телетрапы. И их тут несколько, и они высокие. Возможно, здесь могут парковаться также Боинги 747 и Airbus A380. На выходе посмотрю уровень загрязнения салона после 6,5 часов в небе. В основном только тапочки или аксессуары, которые давали в полете. Еды и мусора не вижу. Чище получается, если сравнивать с Etihad. Высадка получилась быстрой, к самолету подогнали 2 телетрапа. Выхожу в терминал, в лицо бьет солнце. В голове глубокая ночь. Состояние такое, с легким головокружением. Следующий вылет в Сеул из другого аэропорта, Пекин-Шоуду, или по-другому столичный. Так было дешевле всего – взять совершенно разными, несвязанными билетами и заложить 7 часов на пересадку. Для въезда в Китай с туристическими целями сейчас не требуется виза из-за введенного на год разрешения. Надеюсь, вопросов не будут задавать, почему у меня нет отеля и тому подобное. Аэропорт гигантский. Дойти от самолета к паспортному контролю можно сделать дневную норму шагов. До вылета требуется заполнить электронную форму. Она несложная. Нужно указать адрес в Китае, а если у меня транзит, что указывать? Решил просто выбрать что-то первое в списке и не заморачиваться. Наконец-то зона паспортного контроля. Слева стоят пассажиры, которые заполняют бумажные формы, если не получилось сделать онлайн. И удивительно пусто. К пограничнику нужно подходить с включенным экраном QR-кода заполненной анкеты. Он это первым сканирует. Дальше зона выдачи багажа. По пустоте вокруг, как будто рейс из Москвы единственный. Еще небольшая проверка была на таможне. Просили всех провести вещи через интроскоп. И выхожу в Китай для пересадки на следующий рейс. На границе никакие вопросы не спрашивали. Протянул паспорт, он сказал «нихао», отсканировали пальцы и поставили штамп. А сейчас нужно понять, как идти на поезд метро, либо что-то типа нашего Аэроэкспресса. Google Maps в Китае работает плохо. Пользуюсь приложением карты от Apple. Показывает, нужно сесть на поезд. Ищу его. Так, вот указатели куда-то вниз. По пути вижу питьевой аппарат. Нужно воспользоваться по назначению. Не могу найти, куда идти. Метро, станция поезда. Заблудился. Да, точно, повернул и написано Дасин Аэропорт Экспресс. Ну, это, скорее всего, как наш Аэроэкспресс. Быстро доеду в центр, ну, либо куда-то в город. Выглядит, будто мне именно сюда. Нужно же купить билет. С собой есть наличные юани. Подхожу к аппарату, выбираю английский язык, конечную станцию. Здесь все просто, их немного на линии. Нажимаю, что мне нужен один билет. Поездка будет стоить 35 юаней. Дальше нажимаю кнопку оплаты наличными и вставляю купюру номиналом 100. Выдают карточку и приличную пачку новых пахнущих купюр по 5. Прохожу турникеты, где мое лицо еще успевают отсканировать и показать зеленую галочку. Карточку нужно сохранить до конца поездки. Сразу же прибывает поезд, они ходят с хорошей интенсивностью, но сидячих мест в этом уже нет. Не проблема, после долгого полета постоять самое то. Отправляемся. Рядом со мной становится какой-то ответственный товарищ. Возможно, охранник или дружинник. Ответственно. До конечной поездка занимает около 20 минут. Сижу в телефоне. Оформил себе роуминг на 1 день, опцию за границей. Она представляет 1 гигабайт в день за 550 рублей, кажется. И нет проблем с ограничениями интернета в Китае. Все основные приложения работают. На конечной поднимаюсь в зону выхода из экспресса. Вижу указатели перехода на метро. Мне нужна 10-я кольцевая линия. Доехать до следующего экспресса уже в столичный аэропорт. Это метро. Нужно купить другой билет. Выглядит сложно только на первый взгляд. Выбираю английский. Дальше ищу зону, где примерно находится моя станция. Нажимаю на нее. Выбираю количество и оплачиваю. Автомат выдает карточку, с которой прохожу ворота и по указателям 10-я линия спускаюсь в метро. На схеме понятно, в какую сторону ехать. Пересадки в аэропорт указаны. Дожидаюсь поезда и уже по кольцевой минут 40 добираюсь до нужной станции. В Пекине по вайбу метро не отличается от Москвы. Все в телефонах, никто никому не интересен. В этом маршруте длинные пересадки между линиями. Много ходил. Что-то у меня сейчас на видео получается одни переходы метро, переходы одна линия, другая линия. Нужно выйти покушать, 11:30, в аэропорт ехать еще рано. Мой вылет в Сеул в 17:30. Если сейчас сесть на поезд, приеду за 5 часов до вылета. Никаких планов нет. Здесь похоже на спальный район. Небольшой торговый центр, обычная жизнь. Буквально за углом пространство с кафе и ресторанами. Сначала начну со Старбакса.
Какие прикольные пуховики для мопедов. Мне в Китае сложно с едой. Зашел в кафе, где можно было выбрать по меню с фото. Взял обед с угрем. Несколько ингредиентов имело необычный вкус, а так угорь как угорь. Иду обратно на станцию метро, чтобы сесть на экспресс в аэропорт. Алгоритм отработан. Английский, выбираю терминал, в моем случае третий. Наличные, здесь дешевле, 25 юаней будет стоить поездка. Прохожу ворота, где меня опять сканируют и согласовывают. Сажусь на поезд. С такой погодой приятно смотреть в окно, как живет город. Доезжаю до аэропорта быстрее, чем из Дасина. Первая остановка — терминал 3, следующая — терминал 2. Выхожу из поезда, иду, как и все, в зону регистрации. Шоуду, или как в переводе столичный, один из крупнейших аэропортов мира и один из самых загруженных. Сильный контраст с Дасином, который остается достаточно пустым. На входе в терминал не проверяют каждого пассажира, а дотрагиваются устройством-сканером до каждого проходящего, потом всех держат в одной зоне, пока проверяется на опасности. Если все чисто, группу пропускают. Получается быстро. Вау, какой большой и просторный терминал. Нужно найти, где стойки регистрации. Лечу авиакомпанией Asiana Airlines. Нахожу, стойки оказываются в самом центре. У меня эконом, на регистрации никого. Это за 3 часа до вылета. Всех просят подписать ознакомление с правилами провоза аккумуляторов. Девушка на регистрации не просила показать электронное разрешение на въезд в Корею. А еще слетело место, заранее мною выбранное, и мы собрали целый консилиум. Пытался объяснить, хочу место в конце самолета около окна, чтобы смотреть на крыло. Так и не понял, почему была сложность его мне выдать. Хотя вот сейчас сказал и подумал, возможно, самолет не полный, и из-за балансировки они всех пытались посадить в первый салон. Это будет А321. В терминале в зоне регистрации большой выбор еды и сувениров. А здесь что-то на богатом. Стойки бизнес-класса Air China. Иду к выходам на посадку. По каким-то коридорам с множеством поворотов и эскалаторов дохожу до пункта контроля, где, чтобы его пройти, нужно не только показать паспорт с посадочным, но и посмотреть в камеру и получить зеленый от нее значок. Уровень проверки самый жесткий. Смотрели даже батарейки на камере GoPro. Вдруг они превышают лимит. На эскалаторе поднимаюсь с мыслями. Вот она, чистая зона. И почему не было пограничного контроля? А оказывается, здесь остановка внутреннего поезда и выходы на посадку где-то дальше. Не самая быстрая скорость. До конечной минут 7 ехать. А возможно, можно и пешком пройти, если есть время. Границу проходить нужно здесь. Никуда процесс не делся. Например, в США нет никакого паспортного контроля при вылете из страны. Сотрудники оперативно распределяли очередь, и прохождение заняло около 10 минут. Мне показался вход огромным, а эта зона терминала тогда гигантская. Ощущение пространства, как какая-то космическая станция. Точно сегодня сделаю не 10, а 20 тысяч шагов. До вылета 2,5 часа. Пойдемте посмотрим на самолеты. Замечаю через зум в камере, на другой стороне поля стоит Boeing 747-400 в странной ливреи полу Air China. В интернете посмотрел, это списанный борт с 2020 года служит тренажером для спасателей. Надпись на фюзеляже «Безопасные ворота страны». Направляюсь в конец одного из ответвлений терминала, где есть вид на взлетную полосу. Буксируют 3 семерки Air China, который полетит во Франкфурт на Майне. Путь у него займет 10 часов и 15 минут. На полосе взлетает А350 авиакомпании Люфтганза рейсом в Мюнхен. Его полет, минуя территорию России, займет на час больше, чем Air China во Франкфурт. Еще один Boeing 777-300ER, прилетевший из Сингапура. У него как раз разгружают багажный отсек. Большой объем доставили в Китай. Если сравнивать с новым аэропортом, здесь тоже много удобных мест, которые позволяют в комфорте поспать, если до вылета рейса долго, чем многие занимаются в разных позах. Около следующего выхода на посадку стоит также 777-300ER авиакомпании Emirates из Дубая. Обратный рейс у него только через 9 часов. Долгая какая стоянка. Выход на посадку моего рейса. Вижу, уже стоит А321neo. Отлично, самолет прилетел. Замечаю людей в телетрапе, которые активно идут на посадку. Но как это возможно? Может, что-то напутал? Смотрю на информационное табло и понимаю, это на рейс ровно на 2 часа раньше моего. Даже с обедом и прогулкой в Пекине мог бы без спешки на него попасть. Если Аэрофлот прилетает вовремя в Дасин, около 10 утра, можно легко брать вылет из столичного на 3 часа дня.
Спросил, можно ли улететь раньше, вдруг повезет. Мне ответили отрицательно. Стал свидетелем работы кейтеринговой службы, которая обслуживала борт Cathay Pacific. Обратите внимание на страховочный трос, к которым привязан сотрудник, и он зачем-то как будто перекрестил самолет перед тем, как прикоснуться к нему и попросить открыть дверь. В комментариях в Shorts подсказали, эти движения – распространенный в Азии метод концентрации и управления вниманием. Он заставляет мозг осознанно фиксировать каждый шаг и снижает риск ошибки в рутинной работе. Через такие киоски можно подключиться к Wi-Fi, отсканировав свой паспорт и посадочный. Но это если не получится через телефон, в котором нужно сделать то же самое. В закатном свете рулит А330 модификации 300 Air China, прилетевший из Сингапура. А за ним 737-800 авиакомпании Shandong Airlines в город Урумчи. Лететь из Пекина почти 4 часа, между прочим. На соседней стоянке вытолкали 737 MAX, который полетит рейсом номер 777 в Ташкент. Время в пути 6 часов. На перроне оживления появилось 2 сотрудника. Заруливает А321neo авиакомпании Asiana Airlines, который прилетел из Сеула и будет выполнять мой обратный рейс. Борт новенький, выпуск конец 2022 года. Авиакомпания основана в 1988 году как конкурент монополисту Korean Air. Имеет 5 звезд Skytrax и награду «Золотой большой шлем», означающую одну из немногих, которая смогла собрать все «Оскары» в авиационной индустрии. Входит в Star Alliance. К сожалению, к январю 2027 года Asiana будет полностью поглощена своим изначальным конкурентом Korean Air. На заднем фоне 777 Turkish Airlines, который прилетел из Стамбула. Неожиданно для меня. Думал, отношения между странами напряженные, вспоминая, как относятся на границе Китая к путешественникам со штампами из Турции. Самолет начали обслуживать и готовить к следующему рейсу. Делать было нечего, ожидание вылета затянулось. Стал первым, как самый нетерпеливый. На посадку пригласили даже на 5 минут раньше. Но сначала пассажиров бизнес-класса и приоритетных часто летающих, к которым не отношусь. Салон с приятными цветами, классический 3-3. В хвосте сразу 3 туалета и гардероб. У наших авиакомпаний чаще другая компоновка. Кнопочки в подлокотнике какие-то. Для чего они? Удобное кресло и большой подголовник, который двигается в разных плоскостях. В кармашке лежат большие наушники, наверное, как раз для них кнопочки в ручке между креслами. Боковым зрением панели показались грязными, а оказалось, это точки хаотично нанесены. Так задумано. Рейс-то будет полным, непонятно из-за чего не хотели на регистрации давать место в конце. Есть розетка, бортпроводник сразу персонально принесла мне карточку для прибытия в Корею и предложила ручку. Журнал магазина на борту огромный и на больше чем половину состоит из косметики. На улице стало темно. Еще на стоянке бортпроводники представились лично. Далее вышел на связь КВС. На прекрасном английском сказал, что он из Австралии. Лететь до Сеула 1,5 часа, погода прекрасная. Из верхних панелей появились экраны, на которых началась инструкция по безопасности. Потом по несколько раз проверили у всех ремни. В отличие от Досина, здесь во время руления было много самолетов со всех сторон. Перед взлетом пропустили А330 Air China, который полетел рейсом в Джакарту. А за нами стоял А320 Neo этой же авиакомпании в город Чанша в провинции Хунань. Впереди рулил в сторону полосы А330 авиакомпании Hainan Airlines, но это он нас стал пропускать. В свете множества огней аэропорта начали взлет. Через пару минут увидел квадратные блоки зданий с большими яркими неоновыми вывесками, похожие на рынок. Вдруг кто-то знает. Все кресла оборудованы креплением для смартфонов и планшетов. Есть внутренний Wi-Fi с большим выбором медиаконтента. Русского языка не нашел. На мониторах начали показывать турнир по гольфу. Вот же разница культур. У нас такой вид спорта не популярен, а здесь смотрят с интересом. Началось обслуживание. 2 бортпроводника с тележкой направились в начало салона. А еще одна девушка обслуживала с последних рядов. На выбор предложили прохладительные напитки и газировку. Спросил, есть ли чай. Мне сказали да, но холодный и сладкий.
Горячих никаких не предлагали. Выдали основное питание. Выбора не было. Упаковано в такой интересный бокс и обычная косолетка с горячим. Говядина с рисом и овощами, вода, несколько свежих фруктов и кекс. В коробке также лежал соус с острым перцем. В туалете никаких аксессуаров не было, все стандартно. Бумага, мыло и полотенце. Бортпроводники еще раз прошлись по салону с предложением напитков и собрали мусор. Виза в Южную Корею. Технически виза для обладателей российского паспорта не нужна, если прилетать для туризма, но требуется заранее получить разрешение. Оно действует 3 года. Для этого в интернете заполняется анкета и оплачивается небольшая сумма иностранной картой. В течение какого-то времени они присылают решение. У меня в ящике было письмо через несколько часов. Анкета сама по себе несложная, но корейский замудренный интерфейс может отнять время. Из кабины КВС сообщил: мы готовы к посадке и нам предстоит долгое руление к нашей стоянке. Экипаж проверил ремни, выключил освещение и в иллюминаторе открылся вид на главный аэропорт Южной Кореи Инчхон. Какой классный улов! А380 Korean. В такой ливреи похож на кита. Вместимость у него 407 пассажиров. Сеульский аэропорт часто признается одним из самых лучших в мире по удобству и сервису, конкурируя с Дубай, Дохой, Сингапуром и Осакой, и так же, как и авиакомпания, имеет 5 звезд от Skytrax. На стоянках находятся самолеты со всего мира, но основная авиакомпания, конечно же, Korean Air. На соседней рулежной дорожке как раз обгоняет А321 Neo в Хошимин. Уже около стоянки замечаю еще одного кита-красавца А380, но уже Азиана. Он готовится улететь рейсом в Лос-Анджелес. Такой полет через Тихий океан у него займет 10 часов и 12 минут. Наконец-то, почти паркинг-позишн. Светло, как днем. А рядом стоит 737 южнокорейского лоукостера, который прилетел из японского города Фукуока. Салон идеально чистый при выходе из самолета. Удивительно или неудивительно? Билет на рейс купил за рубли по карте МИР на сервисе Trip.com. У них было дешевле, чем на отечественных агрегаторах. Внутри терминала чисто и пахнет, как будто в горах. Наверное, работает ароматизатор. Обращаю внимание на опять отсутствие пассажиров. Фактически только с моего рейса. Сначала прохожу какую-то рамку, где меряю температуру и разделение на жителей Южной Кореи и всех остальных. Работает много кабинок и очередь идет быстро. В интернете читал, на контроле часто проводят углубленное собеседование для туристов из России. И даже есть случаи отказа во въезде. Но меня спросили только один вопрос: когда обратный вылет? Ответил, что-то наклеили и пропустили дальше. Зона выдачи багажа, которого у меня нет. По зеленой дорожке иду в сторону зеленого коридора. Декларировать мне нечего. Ну вот и привет, Сеул! Мой отель находится недалеко от аэропорта. Карты показывают, можно доехать на поезде или метро и выйти через одну остановку. Теперь бы найти, где этот поезд или метро. Иду по указателям, какие-то странные. Линия Маглев. У них есть Маглев? Не знал, нужно почитать. Думал только в Шанхае. Мне кажется, мне туда поезд со всеми остановками. Нужно купить билет. Здесь так же просто, как и в Китае. Английский язык, выбираю станцию, на которой выходить. Один пассажир и 1800 южнокорейских вон. Оплачиваю через Apple Pay, с собой наличных местных нет. Получаю вот такую карточку. С ней классический к турникету и прохожу на станцию. Спускаюсь и жду следующего поезда. Выходи через одну, обращаю внимание на карту метро. Вот тут быстро не разобраться, куда и в какую сторону ехать. Через одну выхожу, у меня забронирован отель около аэропорта. Не хотел ночью ехать в город и там путешествовать. Проще отдохнуть от такого долгого перелета одну ночь в ближайшем отеле. Не забрали карточку при выходе, оставлю себе на память. Выхожу на улицу, нужно пройтись до отеля 300 метров. И тут уже новогоднее и рождественское настроение, и по ощущениям оказался где-нибудь на Павелецкой или Добрынинской в Москве. Такая же атмосфера. Встречаю вот такую уличную забегаловку. Вкусно пахнет, что внутри непонятно. Выражусь по-другому. Там написано и на английском, но мне все равно непонятно, как это будет на вкус. С корейской кухней не встречался. Мой отель Hotel Air Relax. Наверное, как-то связан с соседним Hotel Air Stay. Купил на Trip.com за рубли. Захожу на ресепшн. Здесь есть, оказывается, бесплатный шаттл в аэропорт. Регистрируют. Так как уже оплачено, никакой депозит не просят. Выдают ключ в номер на 3-м этаже. В
самом конце коридора, номер 306. Наконец-то этот долгий день закончился. Устал? Единственная мечта – зайти в душ и спать. Отличный номер. Проверим, что за окном. Куда вид? Какой-то мини-Лас-Вегас, но мне все равно. А вот с этими устройствами нужно разобраться. Большое спасибо за просмотр видео. Надеюсь, вам понравилось. У меня есть телеграм-канал, в котором публикую моменты, не вошедшие в видео.